Всех приветствую на канале. Матчи команд Хосепа Гвардиолы и Диего Симеоне, противостояние разных футбольных философий. Естественно, Пепа спросили перед первой игрой в Манчестере про антифутбол аргентинца. Манчестер Сити сделал шаг к полуфиналу Лиги Чемпионов, победив дома Атлетико. Я ни секунды не потрачу на этот глупый спор. Каждый пытается победить. Если они выигрывают, то они правы. Если побеждаем мы, то правы мы. Разницу делают игроки. Нам тоже приходится так играть и защищать добытый результат. Это часть футбола. Я не стану осуждать их стиль, а проведу анализ, чтобы понять, как добыть хороший результат. Что значит некрасивая игра? Моя команда побеждала на Олд Траффорд со счетом 1-0, и Бернарду Силва тратил 5 минут на подачу углового. Это не некрасиво, это удержание счета. Я никогда не осуждаю соперников и то, что они делают. Гвардиолу с каждым годом все интереснее слушать. Ну а смотреть на команды Пепа интересно всегда. Манчестер Сити село первых минут забрал мяч и территорию, в чем никто до матча и не сомневался. Преимущество хозяев во владении отрезками доходило до 78% против 22%. Игра шла на одной половине, а иногда все футболисты за исключением голкипера англичан Эдерсона оказывались на ближайшей к воротам испанцев трети поля. Атлетико очень плотно оборонялся в рамках схемы 5-3-2. Гигантская нагрузка выпадала на трех центральных полузащитников гостей, которые должны были покрывать на рывках огромные расстояния. Пожалуй, особенно это касалось Жофрея Кондогбиа, поскольку он постоянно выдергивался на правого защитника Жоау Канцелу, который при атаках хозяев превращался то в инсайда, то в вингера, меняясь местами с Риядом Морезом. Потом Цейонтрахову стал больше помогать, опускаясь глубже. Жоао Феликс, схема превратилась в 5-4-1. Форварды Атлетико не прессинговали центральных защитников соперника, позволяя им и даже опорнику Родриго разыгрывать мяч, а поддерживали плотность. У Ман-Сити в переднюю линию выдвигались еще и две восьмерки, чтобы не оставлять против трио Цейонтрбеков свою ложную девятку Бернарду Силву. Поэтому возле штрафной Яна Облака регулярно возникали ситуации 5 в 5. В общем, у лидера АПЛ все было подготовлено для прорыва обороны чемпиона Испании. Но забить или даже создать голевой момент не получалось. Например, четверть передач Кевина Де Брюйне заканчивалась браком. Команда Симеоне не оставляла свободных зон и времени форвардам Ман-Сити на размышления, хорошо защищалась на стандартах. В первом тайме хозяева нанесли всего 6 ударов и ни разу не попали в створ. У гостей, забывших о контр-игре, 16 передач на чужой трети против 170 у англичан, было 0 ударов. Такой футбол на любителя, но другим он был бы, наверное, только в случае быстрого гола команды Гвардиолы. После перерыва Атлетико стал лучше выбегать в контратаке. И именно испанцы нанесли первый удар в створ в этом матче, его автором стал Маркос Льоренте. Гвардиола, в свою очередь, поменял местами Стерлинга и Бернарду Силву. Видимо, игра ни того, ни другого на их позициях тренера не удовлетворяла. Вскоре и Ман-Сити наконец-то пробил в створ и сделал это опаснее. Отправить мяч туда, где стоял вратарь, хорошее решение Де Брюйне, оно имело все шансы сработать. Поменяли игру две тройные замены. Оба тренера решились на нестандартный ход. Стерлинг в роли центр-форварда запомнился лишь привычными нырками. Однако после скандала во встрече Англии с Данией на Евро-2020 грех ставить пенальти в больших матчах за нарисованные фолы Рахима. Ман-Сити забил, как только Гвардиола освежил игру. Фил Фоден одним из первых своих касаний отправил забивать Де Брюйне. Но кажется, что этот гол во многом следствие ошибки Рейнилду Мандава, сломавшего линию обороны Атлетико. При счете 1-0 команда Симеоне, разумеется, отказалась от автобусной тактики, стала раскрываться, и, следовательно, Ман-Сити получал хоть какое-то пространство на чужой половине или трети поля. Фоден блестяще вошел в игру, создал еще пару моментов для Де Брюйне. Забавно, что Кевин мог сделать как минимум дубль, хотя до этого не забивал в нынешней Лиге Чемпионов. Сами испанцы ничего в атаке не придумали. Воротам Эдерсона больше не угрожали и отметились разве что организацией пары стычек на поле, после одной из которых Гвардиола с трудом сдержался, чтобы не дать в лоб Анхелю Корреа. Ман-Сити одержал заслуженную победу, нанеся 15 ударов, и едет в Мадрид фаворитом. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.